Приветствую. Анализ, обзор, прогноз криптовалют. Amazon начинает принимать биткоин-платежи до конца года. Именно эту новость притянули к недавнему пампу биткоина. Я не уверен, что ее можно считать именно причиной увиденного роста. И по этому поводу есть два момента. Первое – это источник информации, и второе – это дата выхода новости. Здесь сообщается, что Amazon планирует добавить поддержку платежей в первой криптовалюте до конца 2021 года. Пишет издание CTAM со ссылкой на инсайдера. Инсайдеры, естественно, не называют. Это, возможно, просто кто-то выдумал. Как сообщает воображаемый источник, это не просто движение по созданию решений для криптовалютных платежей когда-то в дальнейшем. Это полноценная, хорошо обсуждаемая, неотъемлемая часть будущего механизма работы Amazon. По его словам, биткоин является первым шагом в реализации криптовалютных амбиций компании. Дальше здесь сообщается, что будут внедрены и другие криптовалюты, что данная инициатива идет прямиком от руководителя компании. Все якобы будет круто, но сразу после этого появляется человек, который утверждает, что он якобы просто потроллил журналиста и ввел его в заблуждение. А также есть такой момент, что данная газета — это всего лишь газетка из метро, которую читают, когда батарея вашего телефона разряжена. То есть доверять ей особо смысла нет. И что же получается? Нам сообщает никому неизвестный человек в никому неизвестную газету о том, что крупнейшая корпорация в мире готовит такую офигенную новость. Что-то не сходится. И второй момент. Вот сюда мы обращаем внимание. И в моем пятничном видосе была эта новость. Снова Amazon. Они разместили вакансию специалиста с опытом в блокчейн-сфере. То есть, по сути, они нанимают только человека с опытом в блокчейн-сфере. Но при этом инсайдер сообщает, что якобы уже все готово. Да у них даже человека нет, который-то якобы все сделал. По мне, так это одна и та же новость. Они нанимают человека, а кто-то уже додумал и выдал это за свершившийся факт. На самом деле, это очень похоже на притянутую новость просто к пампу биткоина. Ну а вообще, после этого крипторынок у нас чудесным образом позеленел. Биткоин растет на более чем 12%, другие криптовалюты, например, такая как AMP, показывает почти 50% роста. За последние сутки биткоин теряет 26% шортов, и это практически все шорты, которые были открыты ранее. Всех их ликвидировало. На таком росте даже лонгисты решили прикрыть свои позиции, и мы получаем почти минус 2% лонговых позиций. А по эфириуму наоборот. За последние сутки, конечно, изменения небольшие, но как следует из истории, лонги у нас только набираются. Шорты же болтаются на дне. Минус 6,5% за последние 24 часа. Из монет, которые показали наибольший оборот торговли за последние сутки, у нас в топе снова Dogecoin. Да, его обогнал Ethereum Classic, его снизу подпирает Bitcoin Cash, и это именно те три монеты, которые последний месяц регулярно посещают данный топ. Естественно, не считая стейблкоинов и биткоина с эфириумом. Страх и жадность, естественно, у нас уходят. На сегодня это цифра 26. Мы переместились из зоны экстремального страха в просто страх, и это очень близко к максимальному показателю за последний месяц. Последний месяц мы торгуемся во флете в промежутке от 30 до 10 данного показателя. Bitcoin Rainbow Price Chart обновляет свои значения, и теперь у нас снова не дешевый биткоин, а просто рекомендуется держать, hodl. Индекс альтсезона показывает наконец-таки значение, которое на данный момент составляет 24, и мы опускаемся в зону биткоин сезона. Рекордные за последнее время ликвидации более сотни, а именно 103 тысячи трейдеров было ликвидировано на общую сумму более миллиарда, миллиард 140 миллионов долларов, и 85% из них это шортисты. Давно мы не видели подобных ликвидаций именно шортистов, что-то похожее было 18 мая, но тогда ликвидировало в обе стороны, а сейчас у нас пострадали в основном шортисты. Топ-10 монет, которые за последние сутки были наиболее популярными в поиске на сервисе CoinGecko, и здесь особо без изменений, в основном это игровые проекты. Обновление графика, сравнение с предыдущим халвингом нашего текущего движения. И вчерашний рост может вполне стать началом настоящего булрана, которого по сути еще и не было. Если смотреть по дням исторические значения, то примерно именно в эти даты пора бы уже начать свой поход на настоящие хаи. Резерв биткоина на всех биржах продолжает находиться в непродолжительном флете на фоне резкого увеличения цены биткоина. Приток на бирже биткоина сокращается, с каждым днем его все меньше, и это вполне может означать, что продавать его не планируют, его просто выводят на холодные кошельки. Объем покупок и продаж также находится на средних значениях после резкого роста в самом начале импульса, с которого начался наш текущий рост. После этого объемы покупок и продаж снизились и никаких резких изменений не показывают. Резерв эфириума на биржах также у нас пока демонстрирует небольшой флет, оттолкнулись от исторического лоя на фоне роста цены эфириума, но на увеличение так и не идут. Возможно, это просто коррекции, мы продолжим снижать резервы данного актива. Хешрейт также у нас имеет положительную динамику.
Сложность майнинга продолжает увеличиваться с небольшими колебаниями, коррекциями, но в целом тренд восходящий. Если также это все сохранится, то на истории видно, рост хэшрейта биткоина совпадает с ростом цены биткоина. Ну и на этом пампе логичным является тот факт, что объем твитов с содержанием слов биткоин и эфириум сразу поперло вверх. Снова популярность у нас начинает расти. Стоит напомнить, что на этой неделе у нас завершается июль, и 30 числа в пятницу будет экспирация фьючерсов биткоина. Также вблизи этой даты можно ожидать большую волатильность. Баста Раймс, который после конференции B-World разразился хвалебными твитами в своем аккаунте в сторону биткоина, сегодня также посвятил один из своих твитов росту крипты. Видимо, он хорошенечко закупился и сейчас просто радуется. Из интересных новостей в криптовалюте. Китай обвинили в желании полностью запретить биткоин. По-моему, это было ясно уже в последний месяц или два. Основатель криптобиржи BTC China заподозрил власти КНР в намерении полностью запретить биткоин. Последней каплей было бы что-то вроде полного запрета криптовалют. Я оцениваю шансы как 50 на 50, сказал Ли. Бобби Ли — это именно основатель BTC China. Он уверен, что китайские власти объявили войну биткоину в основном из-за нежелания иметь дело с нерегулируемым финансовым продуктом. Он также порекомендовал майнерам продать свое оборудование, пока оно сильно не подешевело. Спасибо, конечно, ему за мнение, но тот, кто хотел его продать, уже давно это сделал, а тот, кто хочет продолжать майнить, просто свалил из Китая. Потому что майнеров настолько много, что в американском городе запретили запуск новых ферм для майнинга биткоина. Это произошло в городе Массон, в штате Нью-Йорк. Там ввели 90-дневный мораторий на запуск новых центров по добыче криптовалют в целях привлечения туристов. Мэр там жалуется, что майнеры портят внешний вид города. Мы не хотим, чтобы наш город был захламлен трейлерами, которые добывают биткоин. Мы лишь хотим убедиться, что если они собираются прийти сюда, то создадут презентабельное строение. Этот город привлекает майнеров, что там дешевая электроэнергия. И поэтому туда просто на трейлерах, на грузовиках приехали майнеры, встали посреди города, где-нибудь на парковочке и начали майнить. В принципе, отличный бизнес. Покупаешь трейлер, затариваешь его железом и кочуешь, майнишь и не привязан к какому-то месту. Тебя невозможно закрыть, тебя невозможно как-то ограничить, как в Китае. Просто выходят какие-то нехорошие законы, собираешь все манатки и уезжаешь в другое место. Многие уезжают в Казахстан. И в Казахстане банкам разрешат открывать счета криптовалютным компаниям. Предоставляющие связанные с криптовалютами услуги, компании смогут открывать счета в казахстанских банках в рамках пилотного проекта. Ранее Нацбанк Казахстана выпустил документ, связанный с контролем рисков, где было сказано о запрете обслуживания и открытия счетов для таких компаний. Сейчас это будут корректировать и открытие счетов разрешат. Похоже, Казахстан хочет сделать из своей страны не просто перевалочный пункт майнеров из Китая куда-то в другое место, а они хотят создать более благоприятные условия для того, чтобы майнеры осели, платили налоги и пополняли казну. А что касается налогов, то Южная Корея будет конфисковывать криптоактивы за уклонение от их уплаты. Правительство предлагает пересмотреть налоговый кодекс. Они собираются не просто штрафовать тех, кто не платит налоги, а будут конфисковывать всю крипту. Сейчас они тоже могут конфисковать крипту, но только в том количестве, которое покроет неуплаченные налоги. Все хотят немного отщипнуть от криптоиндустрии и переложить деньги себе в карман, в том числе и государству. Но кто-то, например, пенсионные деньги из фонда инвестирует в майнинговые компании. Пенсионный фонд Нью-Джерси, США, получил косвенный доступ к биткоину и криптовалютам, инвестируя в майнинговые компании. Они приобрели доли в двух крупнейших компаниях – Riot Blockchain и Marathon Digital Holdings, занимающихся добычей криптовалют. Они вложили по 3,66 миллионов в Riot Blockchain и 3,39 миллионов в Marathon. Это первое вложение Нью-Джерси в криптосектор. Однако точно не последнее, поскольку другие пенсионные фонды также меняют свое отношение к криптовалютам на более лояльное. Биржа Binance понижает максимальный размер плеча на фьючерсной платформе до 20. Сейчас это происходит для новых трейдеров, но в дальнейшем это будет применяться и уже к существующим трейдерам. Как написал Чан Бэнджао, SEO биржи Binance, в интересах защиты потребителей мы будем постепенно применять то же правило к существующим пользователям на протяжении нескольких следующих недель. И в скором времени не получится уже брать 125-е плечо и ловить маржин-колы. Кто-то расстроится, а кому-то это сохранит их деньги. Нам напоминают, что Tesla и MicroStrategy сообщат о своих криптоактивах на следующей неделе. Я думаю, это тоже хорошо повлияет. Например, если Tesla сообщит, что у нее активов стало больше, что они, например, заработали, это тоже подстегнет цену биткоина лететь наверх. Но если произойдет обратная ситуация, то и цена пойдет в обратную сторону. Согласно отчету Tesla за первый квартал, они получили прибыль в размере 128 миллионов долларов от продажи токена. Давайте посмотрим, что у нас происходит на графике биткоина и других криптовалют. В прошлых видео я говорил, что закупать
закупился на данных уровнях в районе 32 тысяч долларов, чуть пониже, и расставил лимитники. Лимитники у меня так и не сработали, коррекцию мы не получили. В принципе, это было ожидаемо, поэтому я покупал на текущих уровнях, рассчитывая, что коррекция может сильной и не быть. Получилось так, что мы растем практически безоткатно, и теперь стоп, будем трейлить и увеличивать свою прибыль. Характер движения здесь явно импульсный. Если мы идем в рамках волны B, то импульса у нас здесь должно быть 2. Поэтому после завершения импульса нас ждет откат и возможный второй импульс до расчетных значений волны B. Если смотреть часовик, то мы по-прежнему здесь не видим какой-то слабости, у нас объемы растут, индикатор прет наверх, и даже в случае коррекции, я думаю, стоит рассматривать возможность продолжения лонга. Естественно, произойти может все что угодно, поэтому стопы я не убираю, подтаскиваю их уже в плюс, и целевую зону также пока не корректирую. Прогноз по-прежнему актуален, расчетная зона все та же. Единственное, что на пути к ее достижению у нас есть сильный уровень в районе 42 тысяч долларов за биткоин. По эфириуму аналогичная ситуация, также не дали откатов для закупа, поэтому покупка на уровне 1900-2000 оказалась верной, лимитники не сработали, но цена ушла не без нас. Также подтаскиваю стопы, и даже если цена пойдет вниз, просто зафиксируется профит. А так глобально также у нас расчетная зона волны B актуальна и находится в районе 3000. Если смотреть часовик, то здесь также объемы идут в рост, индикатор у нас идет в рост, также пока все хорошо выглядит. Ну и что у нас по Ripple? Ripple я не покупал, но ситуация здесь практически аналогично. Также у нас идет безоткатное движение. На часовике видно, что появились объемы. Индикатор также идет наверх, объемы наверх. Здесь у нас явно импульсное движение. То это у нас может быть. Лой мы здесь не пробили, поэтому все еще возможно, что это всего лишь коррекция, мы пойдем ниже. Но есть такая вероятность. И я думаю, так случится, если биткоин попрет наверх, то и эфириум за ним. Это может быть укороченный пятой волной в рамках волны 5. Вот об этом я говорю. 1, 2, 3, 4, 5, которая не добила совсем немного до перелоя. Расчетная зона до предполагаемой волны B также у нас остается актуальна, и потому что мы видим на часовом таймфрейме движение наверх в приоритете. Прогноз по Ripple пока прежний, движение в рамках волны B наверх. И давайте еще одну монету посмотрим, это монета RIF, что мы здесь размечали в последний раз. Здесь был предположительный импульс, затем мы спустились в коррекцию всего этого импульса, до лоя не дошли. Последний раз, когда мы ее смотрели, здесь был нисходящий канал, из которого мы выбились наверх, и рекомендовалось дожидаться заходного импульса. В принципе, вот он и случился. До этого входить здесь негде было, поэтому здесь ни покупок, ни стопов никаких не было. Сейчас кто увидел здесь на рифе импульс, я думаю, уже зашел, тем более здесь и объем был, и все выглядело достаточно неплохо. Сейчас мы пробиваем 200-ку скользящую, я думаю, здесь закрепимся, и если не уйдем пониже, то движение вполне вероятно продолжится наверх, и это может стать началом восхождения в третьей волне. Если это произойдет, то расчетная зона третьей волны находится на уровне 0.76-0.77, но здесь может быть вполне вероятно и такая же история, как и пока предполагается на биткоине и эфириуме. То, что это волна А, будет Б, будет С. В любом случае сейчас приоритет движения по рифу у нас наверх. Если это будет волна Б, то вот ее расчетная зона на уровне 0.33. В принципе, у нас это совпадает и вот с этим уровнем, от которой мы бились. Долго он был уровнем поддержки, затем стал уровнем сопротивления. Я думаю, сейчас вполне может еще раз отыграться как уровень сопротивления. Данные зоны обозначены не по времени, а по уровню цены, поэтому по времени здесь они могут отыгрываться достаточно долгое время, либо моментально одной свечой. Здесь это не предугадать. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях свое мнение. Всем удачной торговли и счастливо!